Приветствую вас! С вами Вячеслав Ларин, автор проекта Одал, и у меня есть для вас несколько вопросов. Вы знаете, что такое аполлоническое и дионисийское? Быть может, вам знакомо словосочетание «воля к власти»? Или что такое переоценка ценностей? Вне зависимости от того, как вы ответите на эти вопросы, рекомендую досмотреть видео до конца, потому что в нем вас может ждать много нового. Скорее всего. Как многие уже поняли, мы будем говорить о философии. И не просто о философии в целом. Нет, мы поговорим о философии Фридриха Ницше. Фридрих Вильгельм Ницше, как известно, знаменитый немецкий философ. Его взгляды, как правило, укладывают в общее направление философии жизни. Но не реже можно услышать такое слово, как ницшеанство, которым обозначают философское учение, возникшее на основе работ именно Ницше. В контексте данного ролика нас тоже интересует прежде всего его работы, а вернее то, какое они имеют значение для традиционализма и языческого мировоззрения, и их общая структура, принципы и так далее. Философия Ницше самобытна и оригинальна. Стиль Ницше зачастую носит афористический и символический характер, отчего нередки случаи превратного и неправильного толкования всей философии в целом. Но именно это делает стиль данного философа очень близким мифопоэтическому языку, тому самому языку, из которого напрямую проистекало мироощущение наших предков. Более того, в своем философствовании Ницше приближается к досократическим языческим философам древней Эллады. Содержание основных идей Ницше многократно повторяется и разъясняется в различных стилистических формах практически во всех его произведениях, поэтому глубокое и тщательное изучение его философии исключает возможность большинства заблуждений, которые могут возникнуть вследствие использования поэтических способов выражения мысли. Но нас интересует не только стиль Ницше, но и его воззрение на мораль, политику и право, которые являются производными от ключевых идей его философии. Начнем мы с воли к власти. Это центральное понятие философии Ницше. Более точным является перевод «воля к мощи», «воля к могуществу». По сути, речь в данном случае идет о присущем всему естеству, всей природе мироздания и его частей, стремлении к увеличению своего могущества и власти, главной ценности. При этом данная воля может быть неосознанной самим ее носителем. Борьба живых существ, которые представляются гармоничными ансамблями средоточий власти, не является таким образом только борьбой за самосохранение и жизнь, но борьбой ради проявления силы и достижения могущества. Более того, Ницше отвергает кантовское понятие вещи в себе и рассматривает вещь явление как единое целое, проявление пульсации воли к власти. Таким образом, он выстраивает свою оригинальную онтологию. И любая мораль, и любая политика, правовая идея и установление являются проявлениями воли к власти лиц и общественных масс, которые их продвигают и являются их обладателями. Например, с позиции Фридриха Ницше христианская мораль, как, впрочем, и социализм, являются результатами действия воли к власти различных неполноценных и больных элементов общества, которые вследствие своей слабости и неспособности к конкуренции пытаются отравить этими идеями все остальное общество. На этом параллели с воззрениями древних языческих философов не заканчиваются. Культура рассматривается Ницше с позиции дихотомии двух начал – Аполлона и Диониса. Аполлоническое начало – это начало организующее, иерархическое. Дионисийское начало – это, напротив, начало аргиастическое, хаотическое. В своей работе
Рождение трагедии из духа музыки Ницше показывает это на примере древнегреческого искусства. При этом, как полагает великий философ, любая систематизация, даже гносеологическая, есть произвольная схема, наброшенная на хаос. Такой взгляд философ называл дионисийским прозрением. Исходя из этого, ницшеанское миропонимание, как справедливо отмечает Артур Данте в своей работе «Ницше как философ», балансирует на грани мистического, невыразимого прозрения исходного, целокупного первоединого, то есть дионисийской бездны. Кстати, рекомендую к прочтению эту книгу Артур Данте «Ницше как философ». Неспроста, далеко неспроста, названия двух начал являются производными от имен греческих богов – Аполлона и Диониса. Данные проявления воли устремлены к чему-то божественному, прекрасному и эстетическому. Своего рода антиподом обоих типов является начало сократическое, которое наиболее ярко проявилось в философии Сократа, положившей, согласно Ницше, начало не эстетическому, а сугубо рациональному восприятию мира. Все это привело к отчуждению искусства от жизни, в том числе правовой и политической, сухому схематизму и механицизму вместо органического разноцветия подлинной жизни. Таким образом, право, политика и мораль, являясь проявлениями воли к власти, могут воплощать в себе перечисленные три начала. В настоящее время доминирующим в праве и морали является начало сократическое. Либеральная этика утилитарна, а право во многом продолжает опираться на позитивизм и материализм. Субъекты воли к власти, если позволительно пользоваться данным термином в отношении философии Ницше, я о термине «субъект», имеют разный онтологический статус, выступая как носители морали господ, либо морали рабов. За господствующей моралью рабов, что весьма иронично, Ницше видит действие трех сил: инстинкт стада против сильных и независимых, инстинкт страждущих и неудачников против счастливых и инстинкт посредственности против исключений. Называя свой философский метод философствованием молотом, Фридрих Ницше призывал к переоценке всех ценностей, перевороту смыслов. Учитывая господство сократического начала и морали рабов в обществе, такой переворот должен привести к утверждению иерархического порядка и права, противоположного эгалитаристическим и демократическим устремлениям современности. Это во многом созвучно традиционалистическим учениям, согласно которым в современном мире доминирует жизненная перспектива низших каст. Это конец цикла. Новый же цикл должен начаться с восстановления господства каст высших. Фридрих Ницше, таким образом, провозгласил борьбу с метафизическими химерами греческого упадка, подхваченными христианским богословием и современными левыми движениями. Он разрывает связь здорового духа с выдумками мира идей или сантиментом, который надежно утвердился в мировоззрении многих моралистов. Это разрыв с Сократом, принципами христианской религии, разрыв с догмами миролюбия и терпения, разрыв с признанием всеобщего равенства. Все это оппонирует принципам современного права, включая закрепление прав человека, не менее, чем устоявшейся морали. Взамен отвергаемым принципам Ницше утверждает аристократический радикализм, который зиждется на логике жизни. Что же он представляет собой? Он представляет собой иерархический порядок каст, правовое неравенство как гарантию права вообще, возвышение сильных преисполненных волей к власти людей,
стремление к сверхчеловеку, эстетизацию цивилизации и культуры, эстетизацию самого человека, благородство крови и духа, увеличение жизненных сил и борьбу за место под солнцем. В свою концепцию права Фридрих Ницше ввел ряд элементов юс-натурализма. Естественным порядком, естественной законностью жизни является кастовый порядок общества и иерархия различных человеческих типов. Однако позитивного права не существует без договора, поскольку договор является законным закреплением итогов одержанной победы, в результате которой и устанавливается пирамидальная структура общества. Тем не менее, утверждая такое значение договора в генезисе права, Ницше полностью отрицает договорную концепцию государства, получившую признание в работах Томаса Гоббса и Джона Лока. Человеческое общество – это попытка, так учу я, говорит Ницше, долгое искание, но оно ищет повелевающего. Попытка, о братья мои, но не договор. Прямым следствием предыдущих идей является идея сверхчеловека, провозглашенная в книге «Так говорил Заратустра», стремление к нему получило разные интерпретации и переложения, в том числе лингвистические, расовые, социально-экономические и религиозные. «Человек есть нечто, что должно превзойти», пишет Фридрих Ницше, определяя сверхчеловека как смысл Земли, цель на пути по канату от зверя, натянутого над пропастью. В изданной после смерти философа книге «Воля к власти» приведены такие слова. «Человек – это зверь-чудовище и сверхзверь. Высший человек – это человек-чудовище и сверхчеловек. Именно так все и складывается. С каждым прирастанием человека ввысь и в величие он растет также и вглубь, и в страшное. Не следует желать одного без другого, или, еще точнее, чем основательней человек хочет одного, тем основательнее он достигает как раз другого». Проект сверхчеловека не был в достаточной степени определен и разработан. Возможно, Фридрих Ницше не успел это сделать. Однако влияние данного образа на человеческую культуру, искусство и политику было велико и без этого. Это очень языческий по своей сути образ. Вспомните героев и полубогов греческой мифологии или иных европейских эпосов. В ряде случаев этот образ трактуется как прометеевский, но это уже тема для другого обсуждения. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что мораль и право в философии Ницше соотносятся как проявления различных воль, по существу имеющих единое основание в воле к власти. Политика, являясь выражением воли той или иной личности либо общности, устанавливает и мораль, и право, в котором общество нуждается. Ницше полагал необходимым возрождение аристократического общества, утверждение здоровых ценностей и стремление к сверхчеловеку. В его учении имеется множество параллелей с традиционными языческими учениями и философией традиционализма. Юлиус Эвола, знаменитый итальянский философ-традиционалист, многое почерпнул из работ Ницше, однако жизнь немецкого философа закончилась раньше, чем он успел подвести финальную черту в своей философии. Возможно, ее еще предстоит подвести, но что точно не следует делать, это заниматься слепым эпигонством, сверяя каждый свой шаг в интеллектуальном и жизненном направлении с мнением учителя. Всегда надо помнить, что практически в любом учении существуют те или иные наслоения, связанные как со временем, так и с личностью Творца. Условно говоря, отношение к пиву, музыке, неприязнь к каким-то народам, в случае с Ницше к современным ему немцам – все это как шелуха, не должно быть определяющим.